Ну что ж, кокаиновый карлик и его окружение стали настоящими военными преступниками. На данный момент на их руках уже просто море крови, и поэтому им терять уже нечего, и они действуют дальше. Вони хочуть принизити наших людей, щоб вони на колінах брали хліб і воду з рук окупантів, щоб українці могли врятувати життя тільки поїхавши на окуповану територію або в Росію. Тому вони блокують Маріуполь. Что-то вообще сдвинулось по гуманитарным коридорам? Кому-то удается выходить из Мариуполя? Добрый день. Ну, давайте говорить честно. С самого начала, когда было это сделано объявление, первое это сделала Российская Федерация, он так и не заработал. Люди, которые оттуда выходят, они выходят под своим страхом жизни. Как я в шутку говорю, может, это некрасиво, по козлиным тропам. Почему? Потому что все заминировано и контролируется нациками, которые находятся в Мариуполе. Вот за минувшие сутки вчера вышло 28 человек, 2 детей. Военные помогли выйти еще дополнительно 16, из них 5 детей. Это вот все за минувшие сутки. Все, точка. Маріуполь, Волноваха залишаються повністю заблокованими. Хоча ми зробили усе, що було потрібно для роботи гуманітарного коридору. Російські війська так і не припинили вогонь. Подъезжали к ребятам, интересовались из Донецкой Народной Республики, встретили ли они какие-то машины. Вот нет, ни одной машины на моих глазах нацбаты не выпустили. А те машины, которые прорывались накануне, скажем так, они действительно чуть ли не вот прорывались. Понятно, что у гражданских оружия нет, но им приходилось под огнем на свой страх и риск какими-то там козьими тропами выезжать из Мариуполя, чтобы выехать на наше Новоазовское направление и попасть в безопасность. Тому якщо ви маєте можливість говорити з маріупольцями, писати їм, поширюйте, будь ласка, правду. Нагадуйте їм, що Україна всім серцем з ними. Просто людей жалко, потому что в Мариуполе, ну, знаете, слово гуманитарная катастрофа, наверное, здесь сейчас не подходит. Здесь можно сделать реальное сравнение, я часто его употребляю, наверное, буду употреблять. Это настоящий концлагерь, в котором гражданские люди являются участниками какого-то эксперимента от политических сил Украины, от националистов и от тех сил со всего мира, которые поддерживают этих националистов. Потому что надсмотрщики как внутри, так и по периметру. Все, кто хочет выйти оттуда, их убивают. Все, кто сопротивляется внутри, их убивают. Воды нет, света нет, продуктов нет. Російські бомби упали на лікарню. Все, что оккупанты делают с Мариуполем, это уже за пределом зверства. Авиабомба на роддом. Это окончательное доказательство того, что происходит геноцид украинцев. Европейцы, вы не сможете сказать, что не видели, что происходило с украинцами, что происходит с мариупольцами. Ну и плюс вот эти фейки, которые постоянно выкладываются. Они думают, что тем самым они деморализуют нас, но они ошибаются. Я имею в виду этот роддом, якобы роддом, в котором погибли младенцы. Да, там погибли 19 человек. Будем не оскорблять. 19 человек с шевронами 36-й бригады и Азова. И 44 получили ранения. Как я в шутку сказал, кто-то был в пеленках, ну это в моргах, а в больницах оказались в памперсах. Вот тут такие дети там находятся. І на таких об'єктах їх дуже много. В першу чергу ми зараз воюємо не тільки за Україну, ми воюємо зараз за весь цивілізований світ. Это старая байка о том, что они, убивая собственное население, таким образом воюют за весь мир и одерживают грандиозные победы, о которых почему-то никто не знает. А як ви оцінюєте ті втрати, які за 14 днів понесла російська армія? І я так розумію, що десь четверта частина чи третя частина її нами знешкоджена. Я так розумію, є близько між 10 і 13 тисяч загиблих. І десь, я так розумію, що якщо переводити цю цифру в кількість поранених, то це ще десь 30 тисяч. І ще там кілька тисяч полонених. Це вже 1050 разом. Утром 11 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины. Выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске. За сутки истребительной авиацией и войсковой ПВО сбито 3 украинских вертолета Ми-24, 8 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 5 Байрактар ТБ-2. Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено
107 объектов украинских вооруженных сил, в том числе 6 пунктов управления узлов связи, 14 складов боеприпасов и ГСМ, 11 мест скопления боевой техники. Всего за время проведения операции выведено из строя 3213 об'єктів воєнної інфраструктури України. Тому вони програють в часі дуже сильно. Вони, скоріш за все, будуть посилювати ракетно-бомбові удари, тому що, на жаль, балістичних ракет в них ще багато, крилатих вже майже немає, балістичних багато, з дальністю пуску до 500 кілометрів, це комплекс «Іскандер». І авіації у них теж багато. Правда, я так розумію, всіх «Соколів» російських вже приземлили. 24-го, помните вот этот знаменитый рейд вертолетов, когда силы специальных операций заняли аэропорт, вернее аэродром Гостомеля, попав, естественно, сразу в тактическое окружение, но это был важнейший момент, он сковал полностью киевскую группировку и дал ввести войска остальные сухопутные через Беларусь, дальше через Иванков на помощь тому же Гостомелю и почти без боев. То есть киевский режим планировал, что вот там в лесах они смогут вести очень упорные, длительные и успешные для себя бои против российских войск. А оказалось, что одним вот этим маневром весь этот план войны был здесь разрушен. И уже через сутки, переключайте следующую карту, пожалуйста, российская группировка пришла на помощь Гостомелю и деблокировала аэродром. Ну, наше завдання переждати, витримати оцю хвилю, яку вони, можливо, підготують. Можливо, я не говорю, що вони її зберуть. І тоді я думаю, що ми будемо приймати рішення щодо контрнаступальних дій. Все равно это уже приговор Киеву. Как бы там ни было, российские войска постепенно обкладывают город своими опорными пунктами, которые движутся на юг с двух направлений Днепра. И я так понимаю, если не спеша идти, еще через недельку мы увидим либо полное, либо почти полное окружение Киева. Вот последствия обстрела городка Бородянка украинскими системами залпового огня «Смерч». Несколько домов буквально были сложены внутрь. Вот остатки ракет РСЗО «Смерч», которыми накрыли центр города, чтобы попасть по российской колонне, которая со стороны Чернобыльской зоны втягивалась в город. Несколько машин были сожжены, но при этом большинство реактивных снарядов приземлились в жилом секторе, разрушив многоквартирные и многоэтажные дома. У нас повністю навпаки. Вони сидять тихенько і бояться, щоб ми ще не почали ставити ультиматум щодо здачі Придністров'я. Я думаю, що під кінець війни ми все ж таки будемо змушені вирішити це питання, щоб не залишати цей анклав російський між Україною і Молдовою. Представители искалеченной формы жизни уверены, что после победы над Россией они сразу захватят Приднестровье. Их деградация – это, по всей видимости, результат работы лабораторий США на территории этого квазиобразования. Стали известны подробности проекта ЮПИ-4, который реализовался с участием лабораторий Киева, Харькова и Одессы и был рассчитан на период до 2020 года. Его целью являлось изучение возможности распространения особо опасных инфекций через мигрирующих птиц, в том числе высокопатогенного гриппа H5N1, летальность которого для людей достигает 50%, а также болезни Ньюкасла. В связи с тем, что Украина имеет уникальное географическое положение, где пересекаются трансконтинентальные пути миграции, в рамках данного проекта было изучено 145 биологических видов. При этом были выявлены как минимум 2 вида перелетных птиц, маршруты которых переходят преимущественно через территорию России. Одновременно обобщались сведения о маршрутах миграции, пролегающие через страны Восточной Европы. Новыми старыми фейками они обвиняют нас, снова нас, что мы якобы разрабатываем бактериологическое оружие, якобы готовим химическую атаку. Кроме того, интересен проект Пи-781, где в качестве переносчиков потенциальных агентов биологического оружия рассматриваются летучие мыши. В том числе приоритетом изучения бактериальных и вирусных патогенов, способных передаваться от летучих мышей человеку, возбудителей чумы, лептоспироза, бруцеллеза, а также коронавирусов и филовирусов. Обращает на себя внимание и тот факт, что исследования проводятся в непосредственной близости от границ России в районах Черноморского побережья и на Кавказе. Послушайте, разгонка таких обвинений в российских СМИ сама по себе показывает, что это они на такое способны. Российские же военные, российские же спецслужбы
показывает, что они этого хотят. Один пример. Финансируемый Германией проект номер 68727 ЕН по изучению возбудителей конго-крымской геморрагической лихорадки и хантавирусов. В его рамках в Институт тропической медицины Бернарда Нохта, Гамбург, было передано 1000 образцов сыворотки крови граждан из различных областей Украины, относящихся исключительно к славянскому этносу. С высокой долей вероятности можно говорить о том, что одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы населения. В ходе слушаний, прошедших 8 марта в Сенатском комитете США по иностранным делам, заместитель госсекретаря Виктория Нуланд сообщила о наличии на Украине биообъектов, на которых проводилось исследование в области биобезопасности. Она выразила беспокойность возможностью переходу этих біолабораторій, находящихся там матеріалів під контролем російських вооружених сил. А ось що стосується хімічної зброї, то дійсно, на жаль, у них дуже великий опит застосування хімічної зброї в Сирії. І операція під чужим прапором, яка може бути проведена на територіях окремих районів Донецької і Луганської області, да, я не виключаю такої ймовірності. Если бы вам еще 4 дня назад сказали, что администрация Байдена финансирует секретные биолаборатории, да еще и почему-то на Украине, вы бы не поверили. Нет, не стоит об этом говорить по телевидению. Спасибо, нет. Но затем вам бы сказали, что администрация не только финансировала эти секретные лаборатории на Украине, она еще и не смогла обезопасить смертоносное содержимое этих лабораторий до того, как Россия вторглась, о чем администрация знала. Вы бы сказали, это безумие. Так было до вчерашнего дня, когда нам пришлось посмотреть на Викторию Нуланд. Она выступала на слушаниях Комитета Сената по иностранным делам. У Украины есть химическое и биологическое оружие? На Украине есть объекты для проведения биологических исследований, и сейчас мы весьма обеспокоены тем, что российские вооруженные силы могут попытаться получить контроль над ними. Поэтому мы работаем вместе с украинцами, чтобы материалы исследований не попали в руки русских, если они приблизятся к этим объектам. Мы адекватные люди. Я президент адекватной страны, адекватного народа. И отец 2 детей. И никакого химического или любого другого оружия массового поражения на нашей земле никто не разрабатывает. И весь мир это знает. What? Что? Вы имеете в виду секретные лаборатории, в смысле те секретные лаборатории, которых на Украине точно нет? И то, что они делают в этих биолабораториях, настолько опасно и настолько страшно, что она, цитирую, достаточно обеспокоена тем, что так называемые исследовательские материалы из этих биолабораторий могут попасть в руки российских вооруженных сил. Под присягой на открытых слушаниях Виктория Нуланд только что подтвердила, что российская дезинформация, которую они днями называли ложью, теорией заговоры и сумасшествием, в которые аморально верить, на самом деле целиком и полностью правда. Украинская колония всегда была дешевым расходным материалом для англосаксов, а кокаиновый карлик – это актер, который играет свою роль по сценарию. Друзья, у нас Россия свободная страна. Кстати, между прочим, ты вот говоришь, 40 лет искал славян. Да. А Киев, между прочим, исконно русский город. Мать городов российских. Я думаю, еще... Так что Украина, русские, это все одно и то же. Я согласен. Ну вот и все. И зритель с этим согласен, правда. Единая Киевская Русь была. Кстати, да. Ну а ты откуда? Из Турции? Из Монголии, о чем вы говорите? Вот именно. Я из Монголии. Маша, а вы откуда родом? Я из глубины сибирских руд. Обалденно. И ответить нечего. Вот так вот. Ну, понял, чувачок? Сильный удар был.